Привет, друзья! Полностью электрический флагман от Volvo. Кто-то делает вид, что делает новые платформы, они на самом деле делают новые платформы. И Volvo заявляет, что это лучший автомобиль, который они когда-либо выпускали. Это самый мощный, быстрый, комфортабельный и, главное, безопасный автомобиль от этой торговой марки. Здесь 500 лошадиных сил. Они здесь где-то есть. Они, правда, разбежались. И, возможно, это лучший кроссовер на свете. Открываем. Но это прям... У нас есть как минимум одно замечание по этому поводу. Оно сейчас вот лапки свои поднимает. И хочется еще разобраться, а насколько оправдывает ожидания этот китаец со шведским паспортом. Первый вопрос, который у меня возник, когда я увидел эту машину, а это действительно новая машина? Или просто в предыдущую Volvo каким-то образом умудрились поместить такое количество батарей? А батарея здесь большая. Это 111 киловатт-час, из них используется постоянно 105. Они выбрали способ создать полностью новую машину, которая для непостоянных обожателей компании Volvo выглядит в принципе так же, как и предыдущая. Потому что это CX-90, но это не CX, это EX-90. Предыдущая машина была построена на платформе CPA, это построено на платформе CPA-2. Предыдущая платформа и предыдущая машина на предыдущей платформе до сих пор выпускается, и она дальше будет производить бензиновые аналоги этого кроссовера. Основная идея новой платформы заключалась в том, что в основе ее лежит батарея. Это нам дало плоский пол, хорошую развесовку и то, что, в общем-то, поместилась батарея 111 киловатт-час, а не то, что помещается обычно, когда встраивают батарею в актуальный кузов. Места просто не хватает. Здесь на все места хватило. Еще чем отличается эта платформа? Все построено не только вокруг одной батареи, но и вокруг одного компьютера. Теперь не разные блоки принимают какие-то решения самостоятельно, а все стекается в один компьютер под процессором NVIDIA, и вот он принимает решение, как тот или иной блок будет себя вести, а также он получает новые прошивки. И главная характеристики, которые они получили, потому что если вы делаете что-то с нуля, вы можете сделать технологический шедевр. Цифрами мы будем сравнивать Volvo с Model X не потому, что они прямую в основном конкурируют, а потому что просто Model X у нас есть под рукой, и по сравнению с другим автомобилем будет понятно, насколько хорошо шведы или китайцы, или они вдвоем поработали над новой платформой, потому что сравнение впрямую всех характеристик и даст нам это более-менее понимание. Но непонимание, что это за машина, потому что самое интересное будет дальше после этого блока. Но цифры послушайте обязательно. Длина Volvo у нас 5 метров 37 миллиметров. Длина Model X у нас 5 метров 57 миллиметров. То есть Volvo выглядит немножко больше, но вообще они абсолютные близнецы по длине. В ширине у нас уже отличие больше. Volvo 1964 миллиметра, Model X 1999 миллиметров, 3,5 сантиметра разница, это уже ощутимо, это без учета зеркал. У Volvo высота 1747 миллиметров, у Model X 1680, то есть 6,7 сантиметров разница в высоте. И это не касается клиренса, хотя клиренса тоже немного. Обе машины на пневме, клиренс регулируется. Но стандартный клиренс Volvo невооруженным взглядом видно, что он выше. Хотя, если вот посмотреть по царапинам по бамперу, то у Volvo бампер поцарапанный, у Model X почему-то нет. Колесная база у Volvo 2985 миллиметров, у Model X 2965 миллиметров. Volvo на 2 сантиметра длиннее. И вес. Дело в том, что Volvo скрывает вес. Та, что нам удалось найти, это 2810 килограмм. Вес Model X Long Range 2510 килограмм. То есть Volvo тяжелее на 300 кг. Уже первый такой звоночек, да? Разница в 300 килограмм. Ну, это как бы на 10%, даже больше. Volvo тяжелее, чем Model X. По другим характеристикам разница в весе даже больше. Коэффициент аэродинамического сопротивления. Volvo очень сильно поработали над этим. Коэффициент аэродинамического сопротивления у предыдущей платформы намного хуже. Здесь у нас нет лишних решеток, ничего. Но так как им нужно было соблюсти узнаваемый дизайн, в результате получилось 0,29.
против 0.24 у Model X. Ну, Model X, можно сказать, что невыразительный обмылок уже сейчас, в 2026 году. Даже дизайн Volvo, он как-то привлекает больше, что ли. И еще, что можно сказать из внешки, что меня удивило, что можно было бы взять на вооружение дизайнерам Tesla, что колесные диски на Model X 22 дюйма, а на Volvo 21. И мне, я не знаю, как камера передает, но мне в реальной жизни 21-е вот эти кажутся намного больше, чем 22-е на X. Переходим к характеристикам, которые нас волнуют каждый день, а именно багажники. Вариантов багажников есть несколько, так как у нас трехрядные машины, и одна, и другая. Может быть вариант со сложенным одним сиденьем, всеми сиденьями и так далее. Если мы возьмем просто обычный багажник с третьим рядом сидений, Volvo у нас 310 литров, а в Model X, мне сложно в это поверить, потому что вроде как его даже меньше здесь. Вроде как заявлено 425. Я думаю, так заявлено за счет ниши, потому что здесь огромная ниша еще. Здесь сколько вещей. И там целый вот такой вот ящик. И таких ящиков можно поставить 2 штуки. Здесь тоже что-то есть, но намного меньше. Сложенным вторым рядом. А Volvo у нас получается 680 литров, а у Tesla сейчас вот здесь у нас 1050 литров. А если и первый вот этот ряд сложить, то должно получиться 2500 литров, а Volvo 2100. В любом варианте можно сказать, что если мы будем запихивать литры, то Tesla у нас победит. Что можно сказать про этот X? Это у нас версия Plate, и здесь задние вот эти сиденья, они просто не складываются, поэтому наша эта табличка не работает в этом варианте никак. Вы ничего большого сюда не положите, и я много раз говорил, что в этом плане даже Model S практичнее. Современный большой телевизор невозможно перевести в этом багажнике. Эти сиденья никак не складываются, они просто красивые и всегда стоят так. Но если у вас 7-местный вариант или 5-местный, тогда вы сложите точно так же, как Volvo, и тогда ваша машина литрами будет побеждать. У нас в Volvo предусмотрели, что вы даже будете возить много, поэтому здесь у нас нарисована вот такая вот пиктограмма. Значит, здесь написано, сколько в метрах и в инчах помещается, и вот даже нарисовано, что можно перевозить. И вот вопрос: поместится ли коляска, чемоданы, клюшки для гольфа, торшеры, лыжи, холодильник? И все это вроде как должно помещаться сюда. Но по форме я думаю, что вот что-то типа холодильника и тому подобное сюда должно помещаться легче, чем Model X. Но еще раз, характеристиками мы видим, что места в X больше. Особенно впечатляет передний багажник. Передний багажник здесь открывается тяжело, как в бензиновой машине, надо дергать ручку сбоку. Вот я думаю, что вот эти 300 килограмм, на который тяжелее весит эта Volvo, они все вот здесь в этом капоте. Это очень тяжелый капот. И если бы здесь не было лифтов, то можно было бы с утра подходить и на плечи пару подходов сделал, пошел дальше. Багажник, ну оцените сами. То есть вот он какой-то, ну совсем детский. Здесь компрессор и еще какие-то вещи для того, чтобы починить колесо. Резиночка, это хорошо, нет отдельной какой-то здесь зашлепки. Но в целом это место для зарядного кабеля, может для каких-то ценных бумаг. И в принципе все. Это не то место, куда вы будете часто заглядывать. Ну, багажник Model X вы все помните, знаете, вот он такой. Ну, это достаточно глубокая ниша, здесь можно много чего полезного, либо бесполезного поместить, это уже вам решать. Важно, что место есть. Итак, после этого малюсенького багажника в полностью новой платформе от шведского бренда хочется заглянуть и порыться в китайских корнях. Я понимаю, что некоторых фанатов марки Volvo это может обидеть. Мы не можем не говорить о головной компании Geely. И тем более есть о чем. Машина у нас называется Lynk & Co 09 EMP. Это не перелицованная Volvo, вы не подумайте. Это просто машина, которая является близким аналогом по размеру той самой EX90, которую мы сегодня с вами препарируем. Значит, вот она у вас висит, а я тем временем расскажу официальную информацию, которую дала компания Geely по поводу этой платформы. У Geely есть платформа для гибридных автомобилей. Это у нас не гибрид, но места под капотом нет. Эта платформа называется SIA. Ну, она
пишется как море. Здесь кроется самое интересное. На той платформе C построены такие машины, как Zeekr и Polestar 4. Polestar 4 — это ответвление Volvo. Здесь CPA2. И сколько здесь компонентов от той платформы C, на самом деле мы не знаем. Важно, что вот именно CPA2 разработана была в Volvo Göteborg. И эту же платформу использует уже Polestar 3. Polestar 4 использует C от Geely, а Polestar 3 использует уже вот эту платформу от EX90. Вот мы сейчас тихонько идем к тому, что смотрим, насколько эта машина все-таки китайская, она находится на американском рынке, никто ее не запрещает, и что ей конкретно мешает покорять американский рынок. Силовая установка, а именно двигатели, это отдельные двигатели, которые очень сильно похожи на те, которые использует Geely, но мы не можем здесь проследить никакую связь, я не могу его открыть, показать два двигателя и сказать, найдите разницу. Мы будем верить, что это отдельные двигатели. Но с батареей уже так не получилось, так как у Geely. Geely — это большой концерн, и у них есть шикарный долгосрочный контракт с CATL, то, естественно, компания Volvo, компания Polestar и все остальные, как миленькие, пользуются этим контрактом, и здесь батарея CATL стоит, естественно. Программное обеспечение. И вот это интересно, потому что здесь как раз звездочка такая, которая мешает большинству китайцев попадать на американский рынок, а именно софт. Так как современный автомобиль — это в основном смарт-автомобиль, и у него слишком много глаз, также есть микрофоны, и также он может периодически не только слушать и смотреть за вами, а может еще и перемещаться самостоятельно, то это достаточно опасная техника, и одна из официальных сторон американцев по поводу китайских автомобилей, что они просто не хотят поселить на своей земле шпионов. Поэтому здесь концерн Geely пошел глубже, и обеспечение сделано на базе американской компании Google. Но это полностью софт, переработанный с нуля. В принципе, если посмотреть на этот планшет, это Android-планшет, которым вы управляете всем автомобилем. Но это, пожалуй, единственный компонент, который я четко могу принять в этом автомобиле как полностью свой. Все остальное со звездочкой. Некоторые с 3-4 звездочками. Но имея свой пул электромобилей, очень странно будет по новой разрабатывать какой-то отдельный электромобиль с отдельной платформой просто для того, чтобы его собрать где-то в Америке. Потому что машина, внимание, собирается на заводе Ridgeville, Южная Каролина. Поэтому технически и на бумаге к этой машине не придолбаться. Но все разработано практически с нуля, собрано в Америке. Где здесь китаец? Китайца нету. Просто какие-то напоминания в виде лидара и отсутствие багажника, потому что есть другая платформа, которая использует ДВС, также под капотом. На этом этапе можно сделать пару выводов. Китаец, который полностью имитирует переизобретение самого себя, производится из местных практически компонентов и производится в США, в принципе, стоит достаточно дорого и конкурировать не может. Поэтому, наверное, можно сказать, что если китайцы ворвутся все-таки на американский рынок, то они всех порвут. Если бы не другая машина от этого же бренда, есть такой EX30. И вот там, абсолютно не стесняясь, компания Volvo признает, что 70-80% запчастей там от Geely и Zeekr. Продается на рынке США, она стоит в районе $45 тысяч, хотя намного больше, вот собрат больше этой машины, который продается на китайском рынке. Так вот, машина, которая очень сильно внешне похожа на эту, стоит в Китае в районе $45-47 тысяч. А машина, которая на 80% состоит из китайских запчастей, намного меньше размером, на американском рынке под значком Volvo стоит тех же денег. И вопрос к вам в комментариях, расскажите, как так получается, потому что китайские автомобили так или иначе на американском рынке присутствуют под разными другими брендами. Китайский автопром плавно интегрируется и на этот рынок, но почему-то ценой по-прежнему они особенно не конкурируют. И вопрос, который у нас остался, все-таки, есть ли какие-то супер крутые, классные черты у этого автомобиля, ради которых мы, собственно, начали это видео. Потому что я уже давно для себя решил, что в Tesla-заменителе я не буду брать машину, которая меня не может ничем порадовать. Вот эта машина может чем-то порадовать. И для того, чтобы порадоваться, надо все сейчас позакрывать и закрыться в салоне. Посмотрите, как все сделано
симпатично в середине. Белое дерево, здесь у нас алюминий, здесь у нас какая-то кожа, все мягенькое, потом проекция, потом серенькая кожа здесь. Кнопочки. С кнопочками здесь у нас тоже немножко мудрости. Новой, китайско-шведской. Кнопки 2, и они переключаются на задний ряд тоже. Но для того, чтобы переключиться на задний ряд, надо нажать такую сенсорную кнопку. Во время движения попасть в эту кнопку, а потом открыть эту кнопку, как бы это сложно. Стеклоподъемники. Они работают очень медленно. Видите, все это у нас происходит вот так вот. Очень медленно. Но это не сделано потому что медленно, это сделано потому что им хочется, чтобы люди чувствовали люкс, люди чувствовали роскошь. Наверное, когда мы сейчас тронемся, будет понятно, что вообще-то они могут это почувствовать. Но вначале надо мне закрыть багажник, потому что, мне кажется, он не закрылся. Горит красным почему-то. Да. Что-то не дотянулось. Теперь садимся. Давайте ехать. Не получается. Надо снова приложить карточку. Карточку не видит. Видит. И теперь можем отправляться в путь. Так, приятно этот звук напоминает, что надо пристегиваться. Я, в общем-то, не против. И первые метры в машине. Я не знаю, как вам передает камера, но уже тихо. Уже тихо, уже комфортно. И главное, что я здесь обнаружил заранее, вы нажимаете кнопочку вот здесь вот на сиденье, и у вас сразу же появляется настройка сидения и главная кнопка массаж. И мнение о машине начинает меняться, вы знаете. Вот сейчас у меня как раз прорабатывает вот между лопаток, вот и под лопатками приятно поддавливает. И у меня ощущение от машины сильно меняется. И инженерная вот эта составляющая, продуманность, оптимизация двигателей, чья батарея и так далее, как-то уходит на второй план, потому что, ну, тихо. Смотрите, я заехал на мойку, и обычно вот я слышу подсказки робота, который говорит, куда ехать. А здесь я его не слышу. Потому что так сразу непонятно, какая шумоизоляция, когда ты не попадаешь в какие-то бытовые ситуации. Вот такие вот, как мойка. В этом плане действительно Volvo поработали. И шумоизоляция здесь прям на уровне. К этому нужно привыкать. К чему не нужно привыкать, это к органу управления. Посмотрите, все на местах находится. Вроде как все кнопки даже около привычные. И главное, рычажки. Поворот, коробка передач, также они расположены, как до недавно ставились во все автомобили Tesla. Так, ну и бытовая ситуация. Зарядка. Эта машина рассчитана в том числе на потребление и суперчарджеров. Во многих машинах, которые особенно производятся в Америке, а это Made in US, уже Tesla разъем, здесь еще нет. Поэтому нам придется играться с вот этой вот ебаной. Так, ну что, как всегда с приключениями или нам повезет? Как думаете? Окей, вытащили. Вставили еще раз. По новой коннектинги все. 72 цента киловатт-час. С ума сойти. Пока мы здесь находимся рядом с лючком зарядки, я вам сразу могу рассказать мою новую теорию электромобильности. И как быстро отличить хороший электромобиль от плохого электромобиля. Очень просто. Смотрите. Первое, с какой стороны просто находится лючок зарядки. Если он находится со стороны водителя, это уже плюс. Следующий большой плюс. Вы смотрите, насколько сложно вам пользоваться этим лючком. Если он полностью автоматический и все резиночки у нас сразу же здесь, тогда это вообще хорошая машина. Чем автономнее у вас этот лючок и с какой стороны он находится, как правило, поэтому видно, насколько хороший у нас электромобиль. Раз мы находимся рядом с зарядкой, важно упомянуть, что в этой платформе она уже у нас полностью новая, и она 800 вольтовая. Что это нам дает? Дает быструю зарядку. Но в реальной жизни
Все зависит от столбика, к которому вы подъехали. Если вы будете подъезжать к каким-то там специфическим столбикам, которые выдают тот ток, который идеально совпадает с вашей машиной, вы сможете потреблять и 300 киловатт-час, и больше. Но здесь вот мы потребляем 150 киловатт, и все. Тесла 400-вольтовая на этом же точно столбике ест точно так же. Еще обратите внимание, у колес какой-то не очень очевидный колпачок здесь. Смотрите, как классно встроили пластиковую деталь, интегрировали ее аккуратненько в диск, так что она без никаких стыков закрывает ступицу. Это красиво. Это молодцы, это мне нравится. Вообще колеса отличные, смотрятся хорошо. В целом машина смотрится хорошо. И нет ни одной претензии с точки зрения дизайна. Нет ни одного какого-то левого отверстия, которое ведет в никуда. Все закрыто. Когда надо, у нас вот здесь вот открывается воздухозаборник, и машина дышит. Когда надо, у нас открываются вот эти щели ходовых огней, и оттуда просвечиваются линзы. Сделано с точки зрения дизайна. Все прям хорошо. Так, посмотрим расходы. 34 киловатт-час на 100 миль, иногда 32, 31, но вот средняя скорость, если выезжать на хайвей, у меня вышло 34. Но еще раз, я еле езжу. Model X при таком варианте с тысячами сил ест меньше. Но если ездить на Model X так, как он может ездить, он ест 37, а 41 уже ест в Cybertruck. Я ожидал, что она будет ездить где-то 29, ну где-то что-то около того, около 30 киловатт-час на 100 миль. Это было бы нормально для такого стиля езды и такой машины. Максимум я могу проехать 330, минимум 190. Итак, история в том, что когда массаж от тебя мнет, музыка играет, как-то вот она играет хорошо в любом случае, потому что у нас здесь тишина, но плюс еще и качественно, потому что это Bowers & Wilkins, то есть в принципе хорошая, не стыдная акустика. И интерьер, он вроде как проще, чем у Tesla, потому что нет никакой перфорации. Если дотрагиваться, это не напоминает какую-то кожу, это напоминает больше что-то резиновое. Кстати, немножко жарко становится за рулем этого автомобиля в начале. Как-то с непривычки сиденье кажется, как будто бы оно с подогревом. Но выглядит лучше из-за комбинации цветов. Из-за того, что вот где-то текстиль, где-то у нас белое дерево. Это белое дерево очень красиво подсвечивается вечером эмбиентом. То есть ты не ожидаешь, что сквозь это дерево будет просачиваться подсветка. Несмотря на то, что по ощущениям он должен быть дешевле, но выглядит он дороже. Все остальное выглядит приятно. И машина дает такие качественные ощущения дорогого автомобиля. Характеристики отходят на второй план. Вроде как прочитали по бумажке, но должна быть посредственная машина. Может быть, в техническом плане они могли сделать лучше. Может быть, действительно они могли не пытаться рассказывать, что они сделали новую платформу, а сделать ее с нуля или полностью реинженерить платформу того же Model X, чтобы дать больше места, чтобы дать больше оптимизации, чтобы меньше было металла, потому что капот, но этот капот сам весит как отдельная машина. И, в общем-то, и разница в весе между этим автомобилем и Model X — это вес как раз Smart Fortwo. Но так как мы все еще кожаные мешки, и нам важно ощущение, то как раз эта машина дает ощущение более качественного, более комфортного автомобиля 100%. Качество — это такое, у каждого специфический взгляд на эти вещи. А вот с точки зрения комфорта здесь бесспорно эта машина более комфортабельна, и она настроена на спокойную езду. И прямо сейчас мне очень нравится такой настрой, потому что я никуда не спешу. А что добавляет еще приятных ощущений? Это посадка. Кажется, что места меньше, потому что панорамная крыша у нас начинается, поздно. Она могла начаться бы сразу от козырьков. Во многих автомобилях она начинается там, где я ее не вижу. Несмотря на то, что у меня рост 1,91 м, я сильно отодвинут. А если вы меньше ростом, вы вообще никогда не увидите, что у вас есть крыша, потому что вы будете сидеть вот так вот и будете смотреть сюда как раз в текстиль. Площадь остекления большая, панорамная крыша есть, это не мешает быть этой машине тихой. Посадка классная тем, что у нас руль расположен достаточно низко, и зеркала достаточно высоко. И дисплей тоже у нас
старается быть выше. По сути, нам не надо никогда смотреть вниз, так как часто я делаю в Moto X, Moto Y точно так же. Я смотрю дальше и ниже в зеркало. Здесь меньше мертвых зон и сидеть удобнее. И посадка мне здесь больше нравится. Здесь посадка больше напоминает Model S. И это удобно, лично мне. Но если вы любитель именно внедорожной посадки, вот такой вот над рулем, то, наверное, Model X и Model Y вам зайдут больше. Еще хочется отметить такой момент. Это спокойствие за рулем вам не нарушает другие участники дорожного движения. Так как меня разминает массажи и автопилот здесь работает как обычный круиз, то есть, по большому счету, он просто едет прямо. И часто я перестраивался в последний момент, потому что забывал, что надо перестроиться. Просто езда на этом автомобиле более вальяжная. И мне за это время ни разу никто не посигналил. Ни разу никто не обратил мое внимание на то, что я должен ехать лучше. В Тесле в последнее время ты показываешь еще какую-то свою жизненную позицию. То есть, что ты купил Тесла почему-то. И я часто замечал, что мне сигналят какие-то люди, даже которых я просто объезжаю. Или просто потому, что я хочу повернуть, и вот человек едет сзади, и у него вызывает раздражение Тесла, которая просто остановилась, поворачивает. Хотя там можно остановиться и поворачивать. К этой машине абсолютно никаких претензий, никаких проблем. Это просто большая, надежная семейная Volvo. К ней 0 вопросов. И это мне очень нравится. Мне очень нравится, что эта машина не пытается быть электромобилем. Нет у нее каких-то голубых значков, еще чего-то. Это просто CX-90, который теперь на электроприводе. Он ничем кардинально не отличается от предыдущего, и для меня это огромный плюс. Хотя, так как это современный электромобиль, так как это машина, которая стоит почти $100 000, если ее накрутить хорошо по комплектации, мы должны иметь фишки обязательно. Какие-то фишки мы должны иметь, потому что иначе в современном мире не бывает. Model X имеет стекло, которое уходит за затылок, лобовое, открывающиеся двери, там какие-то невероятные мощности и так далее. Я представляю, какой был скандал и крики, когда Джили проталкивали сюда все на свете. И кое-что Джили все-таки протолкнули. Допустим, открывающиеся фары. Я не понимаю, зачем они нужны, и в этом никакого смысла нет. Более того, пока ты не покажешь, что они есть, никто их никогда не обнаружит. Это фишка, это прикольно, наверное, это кому-то надо. К фишкам можно отнести также вот эти зеркала, они двигаются целиком. То есть не зеркала двигаются внутри корпуса, а получается корпус вместе с зеркалом все вместе двигается и настраивается. К фишкам можно отнести камеры. Здесь в этом зеркале есть камера назад и камера вниз. И к фишкам можно отнести нарост на крыше. Это лидар. И не так много машин на американском рынке ездят с лидаром. Единственное, что лидар пока что может только выжигать сетчатку на вашем смартфоне. А матрицу смартфона, если вы будете снимать его на видео, он может спокойно выжечь. Другой какой-то функции у него полезной я найти не могу, потому что работает все это посредственно. Но может быть после обновления, а эта машина получает обновление так же, как Tesla, возможно, после обновления все это будет работать чуть-чуть лучше. Потому что сейчас на хайвее работает как автопилот, но во время резких поворотов лучше держать руки на руле, потому что эта машина может спокойно уйти и куда-то въехать. Во время плавных поворотов все работает отлично. Это автопилот первого поколения на Тесле. Вот точно так же она здесь работает. Может быть, в каких-то моментах чуть более плавно и гладко, потому что лидар — это кое-что, что я хотел, чтобы Теслы имели на всякий случай, потому что он может смотреть в любую погоду. Это дополнительная безопасность. Я не считаю, что это что-то лишнее, потому что Илон поспорил, и наспор их убрал со всех автомобилей практически Tesla. Но мне кажется, что это не та вещь, на которой стоит экономить или стоит наспор убирать. Можем ли мы эту машину назвать лучшей машиной за всю историю от Volvo? К сожалению или к счастью, я не покатался на всех автомобилях Volvo, но я ездил на разных версиях CX-90, именно бензиновой версии. И я точно могу сказать, что это лучшая CX-90, несмотря на то, что это EX-90. Это другая машина. Но для всех остальных она выглядит точно так же. Если бы я выбирал между бензиновой версией либо гибридной версией CX-90, я бы выбрал EX-90 однозначно. Это машина, которая быстрее. Сейчас попробуем ускориться с полным приводом. Потому что я постоянно ездил на заднем приводе. Может быть, или на переднем приводе, я не знаю. В общем, один двигатель у меня был вместо двух. И мне она показалась очень-очень медленной. Ускоряемся. Ну,
В общем, в этой машине 500 чем-то лошадиных сил. Где они прячутся, по каким углам, я не знаю. Но она едет, но это не какое-то там ускорение, которое могла бы дать машина с такой мощностью. Это в любом случае лучший Volvo большой кроссовер на данный момент, если ваша задача ездить по городу. Если ваша задача ездить межгородом, то здесь уже бензин, либо гибрид, выбирайте самостоятельно. Комфортная машина, я бы с удовольствием на ней поездил недельку-другую. Хотя есть и небольшие минусы. Минусы заключаются в том, что вот эта система Android в машине, хотя по большому счету Tesla тоже отчасти на Android, но здесь иногда отваливается телефон, надо его по новой подключать. Иногда карта показывает с каким-то опозданием поворот. Поворот скажет там через полмили, а потом сразу скажет 0,1 миля. Все, поворачивай. Ну, то есть как-то это может передаваться не очень плавно. Можно было ли этой машиной заменить Теслу? Да, спокойно можно заменить Теслу. Тем более, что суперчарджерами уже она пользуется. Хотел бы я заменить Теслу на эту машину еще раз. На несколько недель, 100% да. Я просто такой водитель, который всегда едет так, как машина ему предлагает ехать. То есть я не подстраиваю машину под себя, не стараюсь выкрутить все по максимуму и ехать максимально быстро. Если машина расположена на спокойную езду, я езжу спокойно. Если она, как Model 3 Performance, настроена на то, чтобы куда-то лететь, я почему-то куда-то лечу, хотя и необходимости большой нет. И вот мне нравится, что эта машина настроена на спокойную езду, и я с удовольствием на ней езжу так, как она была придумана ездить. Чуть не забыл самое главное. Представьте, некоторые же покупают Volvo не ради того, чтобы ездить за рулем, а ради того, чтобы возить кого-то. У нас есть второй и третий ряд, и давайте быстренько сейчас загрузимся и посмотрим, как это работает. Первое, что хочется показать, кроме кнопки, которая часто пачкается, потому что она находится сильно низко за бампером. Сидушки у нас складываются и раскладываются с кнопочки. Это очень удобно, особенно если вам надо постоянно менять салон, то что-то перевести в багажнике, то перевести еще кого-то дополнительно. Здесь тоже кнопочки, все удобно. Второй ряд. Значит, второй ряд у нас с подлокотничком, все отдельно ездит. То есть можно отдельно пододвинуть среднюю сидушку, можно заднюю. Вот эти левая, правая отдельно не ездят. Что у нас над головой? Над головой у нас... Я так напрягся, потому что думал, сейчас себе коленку отобью дверью. Нет, коленка помещается. Над головой места достаточно. Сейчас я отодвину вот эту сидушку чуть-чуть назад. Здесь открывается подстаканничек. Слушайте, хороший задний ряд, хорошие машины. Все на месте. Здесь как раз я могу в полную наблюдать панорамную крышу, потому что здесь все хорошо. Ambient светится. Все в этом плане нормально. Идем на третий ряд. Сиденье откидывается как в купе и отъезжает вперед. Ребенок вряд ли это сделает, но вы без проблем. Значит, идем на третий ряд. По законам жанра я просто должен это сделать. Должен запихнуть себя на третий ряд. Ой, так. В принципе, все у нас получилось. Я здесь сижу. Но я занимаю практически два места. И в чем огромная разница и что удивительно. Потому что когда вы смотрите на эту форму, вам кажется, что третий ряд здесь должен быть удобнее, чем Model X. Потому что Model X покатая крыша сзади. Соответственно, вам некуда будет деть голову. Но на самом деле все вообще наоборот. Потому что я упираюсь головой в текстиль, а в Model X я могу голову засунуть уже за текстиль. Там, где крышка, там, где начинается уже крышка багажника со стеклом. И у меня голова, получается, будет за стеклом и не будет так сильно упираться, как здесь. Да, в эту голову будет светить солнце, будет жарко, но упираться я буду меньше, чем здесь. Не знаю, выбирайте сами, какой вариант больше нравится. Это сиденье, что в Model X, что в этой машине, подходит детям, наверное. Мои уже выросли с этого возраста, 8 лет и младше. С точки зрения захода сюда, наверное, удобнее было бы, если машина была шестиместная, потому что можно было бы забежать и сразу сюда запрыгнуть. Так надо откидывать сиденье, и без вашей помощи им будет тяжеловато отсюда выбраться. Все остальное
Вы выводы можете сделать сами, потому что эта машина сдается в аренду. Вы можете ее взять, ссылка в описании, и сделать свои собственные выводы перед покупкой. Она, кстати, сдается очень хорошо. Скорее всего, именно по этой причине. Люди хотят самостоятельно провести свои какие-то эксперименты и понять, подходит им эта машина или нет. Сейчас я вам покажу пример, который понравится владельцам Tesla. Как одну и ту же технологию можно применять по-разному. Смотрите, здесь две карточки, видите? На одной написано Tesla, на другой написано Volvo. Теперь закрываем дверь и пробуем эту машину закрыть с помощью карты. Карту надо прислонять вот сюда на ручку. Видите? Она никак не реагирует. Машина, которая вышла недавно, и видите, вот со стороны, не знаю, или вам видно, здесь все поцарапано. Почему? Потому что люди не могут понять, почему это не работает здесь. Они, как в Тесле, пытаются прислонить карточку сюда. То есть они поцарапали, поерзали этой карточкой здесь, хотя машина прошла всего пару тысяч миль. И поерзали точно так же этой карточкой по ручке. Вот смотрите, сколько времени мне понадобится для того, чтобы закрыть. Вот, все, машина закрылась. Так, теперь подходим и пытаемся ее открыть. Потому что сейчас она не открывается. Видите, мне надо ее отковырять, эту ручку, она не поддается. Так, теперь открываем. Вот, может, надо подержать ее дольше. Вот, открылась. То есть я по-разному пробовал за эти дни, но каждый раз закрыть машину — это прям головняк. И теперь, когда я хочу сразу ехать, я вот сел, нажимаю, а ничего не происходит. Вот, пожалуйста. Ничего не происходит, и она мне не показывает даже, что делать. Вот, видите, ключ не найден. Мне надо теперь прислонить эту карту вот сюда. Здесь уже быстро считывается. То есть здесь практически сразу же. Раз, все, готово. Поехали. Вроде как мелочь, но из этих мелочей складывается общее впечатление автомобиля. Итак, надо подвести итог, а итог подвести не очень легко, потому что у нас одна и та же стоимость, два абсолютно разных автомобиля. С одной стороны, у нас комфортная машина на все случаи жизни, если вы живете в городе, если вам не надо ехать куда-то далеко, которая будет давать вам хорошую шумоизоляцию, массаж, достаточно комфортный круиз-контроль или автопилот, но, может быть, с обдавлением долетит и до автономного вождения. Шумоизоляция я сказал, но здесь просто можно про шумоизоляцию сказать раза 3. И это будет хорошо для этой машины, потому что вот именно такая она. С другой стороны, у нас есть машина, которая, если посмотрим на цифры и характеристики, со всех сторон лучше. Вот она лучше везде. Она меньше, оптимизирование проезжает больше на этот объем батареи, у нее больше багажники, она быстрее, мощнее, и она не только на бумаге другая, а также и в реальной жизни. Она дает больше эмоций именно от вождения, от ускорения. Но какая из них лучше? Ну, наверное, вы выберете самостоятельно. Я не буду здесь говорить свое мнение, потому что это полностью разные машины под какие-то задачи. Я бы с удовольствием выбрал этот автомобиль и комфортно, спокойно, с массажем куда-то отправился вдаль. А под какие-то задачи, под короткие поездки по городу и так далее, под что-то более динамичное, мне бы, наверное, подошла эта машина. Вот и все. Пишите в комментариях, какая машина идеально бы подошла вам под ваши задачи и что для вас важнее. Комфорт, динамика, шумоизоляция или все вместе, или вы вообще предпочитаете чисто американскую машину вместо притворяющийся шведом китайца или что-то такое. Разверните свою фантазию в комментариях, а мы будем их читать. Все, пока. Увидимся в следующем видео.